Ну что, друзья, всем привет! Очередное видео на канале. Выбрался очередной раз порыбачить на озеро. Погодка позволяет, выходной. Ну не знаю, будет это последняя рыбалка или может еще одна будет со льда. Ну будем смотреть все по погоде, поскольку на следующей неделе уже передают плюс. И ну не знаю как лед. Вроде еще лед ничего, но заходы. Вот. Ну а рисковать, если будет большой плюс, уже ну, смысла нет. Да и зачем купаться? Будем уже ждать, когда откроется вода, и рыбачить. Решил сейчас записать видео, пока рыбаки вот впереди меня сейчас там ищут свои, может, старые лунки, чтобы уселись. И я там в сторонку отойду, как предыдущая рыбалка была. Ну, кто не смотрел, в подсказках выскочит. Неплохо так отловился. Буду закармливаться и ловить. Ну, а что из этого получится, не знаю. Но если вы смотрите это видео, значит, что-то получилось у нас. Погодка красивая, люди еще подходят, солнышко светит. Вообще класс. Сегодня, наверное, даже, может, и без куртки будем рыбачить. Так что вот такие планы на сегодняшнюю рыбалку. Ну, больше, наверное, добавить мне и нечего. Вот местные тут на велосипедах катаются. Вообще классно. Кто местный, быстро передвигается. Вот так еще снежком присыпало. Намного быстрее, чем пешком. Так что, друзья, все. Вроде уже как бы потихоньку рассаживаются. Мне еще идти порядочно. Сверлю, закармливаю, все показываю. Так что желаю всем приятного просмотра. Поехали. В общем, друзья, пришел на точку, отошел подальше от толпы. Ну и вот тут закормлено. Буду сейчас отсюда, ну, уходить в берег, поскольку там тоже вот ловили. И я на предыдущей рыбалке закармливался. Ну вот здесь луночек 6 закармливаю, там. Ну и будем смотреть, где лучше. Так что приступаем бурить лунки и закармливаться. Так что поехали. Пока дошел, спотел, конечно, но термобелье, костюм нормально. Сейчас вот снял куртку, пока буду сверлиться, потом одену, чтобы весной все равно обманчивая погода, чтобы не приболеть. Вот. Ну, очень тихо на озере. Попробуем сейчас. Так, сейчас вот вечно терял эти мешочки по карманам потом, когда собираюсь. А так вот, смотрите, можно в этот колпак защитный чехол раз. И вот на ручку вот так одеть. И все, он всегда с собой. Ну, с Богом, поехали. Да, лед, конечно, большой. С прошлых выходных практически как был, так и остался, поскольку ночью морозики. Ну вот, друзья, так засверлил луночек тут по кругу. Ну, штук 7 сделал. Закормлю сейчас. Ну, будет клювать, здесь нет. Буду искать. Вот, даже вот пришлось раздеться. Забурил луночки, уже ножи подсели. Вот так, забурился, повешал курточку. Телефончик подсел, пока шел по навигатору. Ну, пускай заряжается, сейчас пойдем закармливаться. В общем, друзья, сегодня буду кормиться кормушкой, хотя глубина тут 3 метра, но знакомый говорит, зачем ты кормишь сверху, лучше взять кормушку и положить корм на дно. Все равно пока корм доходит, рассыпается немножко. Ну и говорит, ёрш меньше будет клювать. Ну, попробуем. Хотя тут раз я кормился сверху. Вот у меня тут остались панировочные сухари. Сегодня буду кормиться сухарями и манкой. Мешать не буду.
В одну лунку манку, во вторую сухари. Ну и так будем делать. Ну, погодка вообще класс. Ветер где-то 2,5 передает, сейчас минус... Ух ты, как лед трещит. Сейчас минус 10, на день плюс 4. Ну, кормушки небольшие у меня. Не знаю. По 2 штуки, наверное, дам. Потому что сухари уже такие, в еду их там никуда не используешь. Ну вот будем их в первую очередь, ну а потом манку. Манка нынче дорогая, люди хватают, запасаются на случай войны. А толку от этой манки и от соли? Если ракета в дом прилетит, ну взрыв будет красивее. Тьфу-тьфу, не дай бог, конечно, но люди вот это все скупают, сметают. Ну, а производителю это на руку, повышают цены за счет дефицита. Хотя у нас кричат, что цены не поднимали, что-то. Ну, а мы не запасаемся, все в лунку. Все равно, если что, заберут в армию, а там худо-бедно чем-нибудь да покормят. Ладно, друзья, все это шутки. Не полезем в эту политику, будем наслаждаться сегодняшней рыбалкой. В принципе, все понятно. Иду дальше, закармливаюсь и начинаем ловить. Ну что, друзья, пришел на первую лунку, хотел опустить нашу экшн-камеру с аквабокса внутрь, но на пол глубины потерялась связь с Wi-Fi. Ну вот, как-то мутновато мне показалось, но к обеду мороз спадет, попробую опустить ее, посмотреть, как там есть лещ, нету, ну, заснять, вот. Ну а пока ловим. Купил вот такую мормышечку, вот оторвал был в камышах. Ну, правда, там было больше, но вот такую поставил. Ну вот, небольшой пока подлещик вот на первой лунке поклевывает. Видно, что ест нашу прикормку. Ну, давайте ловить. Будем пробовать. На часах у нас 8:49. Мормышка единственная легкая. Попробуем, может быть, потом поставить что-нибудь потяжелее. Опа. Ну тут что-то мелкое. Ёршик, наверное. Совершенно верно. Ёрш. Не крупный такой идет сейчас. Ну, он может быть в одной лунке покрупнее, во второй помельче. Еще от мормышки зависит. Попробуем поставить потяжелее. Ну что, друзья, бегаю все по лункам. Вот нарвался тут на лунку на одну. Ну, клюет вот такой небольшой подлещик. Слабенько, конечно. Больших особей нету, но
побегаю, поменяю мормышку. Если ничего не будет крупного, может еще засверлюсь где. Вот такая мормышка, еще покажу. Неплохо работает. Ну, еще не вечер, как говорится. Может и покрупнее что подойдет. Давайте покажу. Ну, уже вот сколько тут? 5-6 особей вытянул небольших. И уже хуже клюет. Сейчас пойду на следующую, ну, может, тут покажу. Хочу так, чтобы конкретный клев был. Ну, тогда и снимать. Ну что, друзья, вот и обед. Сильно до обеда нечего было снимать, поскольку вообще сегодня какой-то клев очень вялый. С одной лунки по подлещику, то ершу. Ну, немножко там удалось словить. Ну вот сейчас покажу, наверное. Хочу перекусить. Сейчас звонил знакомый, говорит, вчера был. Именно с вечера начался клев. Так что сегодня будем до победы ловить. Завтра уже, наверное, никуда не поеду. И, может быть, наверное, это будет уже закрытие, а может, еще раз выберемся. Погода, конечно, классная. Солнышко светит. Много кто даже вот разделся на озере. Птиц очень много, ворон. Ну, обстановка прикольная. Так что сейчас хочу перекусить и уже с обеда буду ловить. Если что-то будет интересное, буду показывать. Так что смотрим дальше. Поехали. Ну вот, друзья, мой улов. Такой некрупный подлещик. Ну вот килограмма 2 здесь есть. До обеда удалось мне словить, но тоже результат. Все-таки не без рыбы. Так, тут прикормочка. Тут не помню, в начале видео говорил или нет. Пробовал опускать камеру, но мутно. Ну вот, с обеда попробую. Сейчас, наверное, возьму перекушу, пока не клюет. Потому что если потом пойдет клев, некогда будет. Ну и отдохнем немножко. Тоже забегался. Куртку не снимаю, как бы вот много кто без курток. Ну, не жарко, как бы. Термобелье, все это нормально. Чувствуешь себя. Так что, друзья, выпьем сейчас чайку, подкрепимся и ловим дальше. В общем, перекусил, друзья. Пришел тут на вторую лунку. Поставил вот такую мормышечку фосфорную. Желтеньким. И вот навозный червь. Сейчас мы его оденем. Так, стоп, это какой-то непонятный. Вот так оденем. И попробуем. Эта лунка вообще молчала с утра. Ничего здесь не было. И уже не от самого дна. Нужно немножко вот так подыгрывать. И сантиметров 20, наверное, я приподнял от дна. И, как всегда, на камеру не хочет клевать. Вот еще такой некрупный подлещичек. Ну, хороший бойкий подлещичек. Вот на такую мормышечку. Решил, если не,
как не клюет. Слабый клев. Беру новую мормышку и делаю круг почета. Вот у меня насверлены по кругу лунки. И вот с одной удочки прошел, со второй, ну вот на этой лунке до этого вообще ничего не было. Но сейчас не знаю, ли клев с обеда начинается или мормышка тоже свое дает. Ну вот такую поставил. Крючок, правда, маленький, но берется зато. Мормышка маленькая. Можно 2 мотылика цеплять. Такие сопельки. Ох, какие пузыри идут. Наверное, пришел лещ. Сейчас будем вылавливать леща, друзья, крупного. О, только на дно. О, по губам. Наверное, все съела. Ну да. Фу, друзья, ну и жаришка пошла. Шапку не снимал, но куртку пришлось снять. В плечи так нормально припекает. Ну и поклевочки вот пошли. Поклевывает, ну такой, ладошка, чуть больше, чуть меньше. Подлещичек. Может к вечеру и наладится, что. О, друзья, конечно, жаришка. Как обычно, на камеру клевать не хочет. Поменял мормышку, опять поставил черненькую, желтой головкой. Ну вот, перешел на лунки. Вроде как бы пошел отзываться. Именно с самого дна берет, потому что, ну, кормил с самого дна кормушкой. Вот, от самого дна надо опускать. Вот. Где-то, ну, вот такой стандартный размер, чуть больше, чуть меньше. Сегодня, как в предыдущей рыбалке, ну и видео, кто видел, попадались более крупнее размеры. Ну, там и погода позволяла, конечно, ловить. Не ловить, а погода была такая лещевская. Немножко прохладненько, пасмурно. Вот. Ну, еще от места, конечно, зависит. Хотя вот тут мужики ездили в будний день. Тоже была вот точно такая же погода. И клювал очень хороший подлещик. Даже мормышки рвало. По 2 мормышки оставили озеру. Вот. И рукой лазили в лунку, чтобы достать. Не знаю, посмотрим. Опа. О.
есть такой ладошечный вариант. Сразу в такую ПВХ сумку слаживаю, чтобы потом не бегать по озеру, да, и рыба не сохнет. Очень удобно, сумка такая. Фирма Aquatic, если кому интересно, давайте, наверное, ссылочку оставлю в описании. Может, кто захочет. Там разные варианты есть. С крышками, без крышек. Но я взял с крышкой, чтобы удобнее. В машине перевозить тоже. Рыба, если там хвостом будет бить, слизь это по машине, а так закрыто все. В данном фрагменте, друзья, я решил после обеда, как и говорил, взять свою экшн-камеру, засунуть ее в аквабокс и посмотреть, что творится подо льдом. Но поскольку при опускании камеры у меня связь потерялась с Wi-Fi, и что происходило под водой, я не видел, я просто опустил, ну и заснял, что было. На данной картинке вы видите, камера практически возле дна. Есть какая-то растительность, но рыбы нету. Ну и поскольку это первое мое погружение экшн-камеры, на свой страх и риск я опускал ее в воду, и сильно крепление не было придумано. Закрепил на досточку, на струбцину и опустил. И никакие настройки в камере не делал. Все получается вверх ногами, но поскольку картинка на данном водоеме, вода прозрачная, в дальнейшем можно будет придумать какое-нибудь крепление и опускать нашу экшн-камеру в воду и снимать видео. Ну а сейчас посмотрите, если кто-то хочет порассматривать, что под водой творится, можно нажать на паузу. Особенно картинка вот была возле дна, и посмотреть. Но при просмотре дома видео я рыбы в кадре не увидел. Ну и на этой лунке, как раз где я пробую, поклевок у меня и не было. Далее, друзья, я подымал не спеша камеру вверх, вы можете видеть, видно от манки следы, крупинки, частицы в воде. Сейчас камера вот проходила лед. Лед еще довольно-таки большой. Давно такой зимы у нас не было льда. И я решил вот сейчас еще взять свою экшн-камеру и попробовать еще в одной лунке, поскольку мне было интересно, почему не берется рыба, или она боится, она есть, или ее нету. Но поскольку вы сами все видите, что рыбы нет, значит рыбы-то и не было. Сейчас мы опускаем нашу экшн-камеру во вторую лунку. Камера прошла лед и погружаем ее не спеша на дно. Видите следы от манки. Столб стоит небольшой. Здесь какой-то вот в промежутке вода очень мутная, не видно, но хотя для этого водоема, вода, я думал, будет хуже. Сейчас вот можете видеть вот трава. Сейчас экшн-камеру я опустил на дно, и дно здесь песчано-илистое, и наш объектив забился, скорее всего, илом. Ну а поскольку, я повторюсь, у нас потерялась связь с Wi-Fi, я не мог видеть, что происходит. Ну а так, если в дальнейшем снимать, можно сделать крепление, опустить нашу экшн-камеру на дно, поднять, чтобы линза очистилась, и снимать. Либо не опускать сантиметров, как вот на видео видно, сантиметров в 10-15, закрепить ее на нашей веревке и снимать видео. Но зимой температура очень низкая, придется часто доставать и менять батарейки. Сейчас я нашу экшн-камеру поднимаю, и объектив вот от этого ила, песка очищается. Так что, друзья, это было пробное и первое мое погружение экшн-камеры в воду. Водоем как бы чистый, можно снимать, показывать. Вот, так что не судите строго. Зато вы увидели, что творится в водоеме. Вот еще я решил опустить разок
нашу экшн-камеру в воду. Потихоньку вот опускаю, не спеша. Но чтобы не потерять нашу экшн-камеру, нужно делать хороший шнурок, хорошее крепление какое-нибудь железное. Но в дальнейшем я сделаю. Вот можете видеть, поставить на паузу перед тем, как упала наша камера в воду, и посмотреть, что творится под водой. Но я ожидал, что экшн-камера будет снимать хуже. Вообще для съемки лучше использовать камеру Calypso какую-нибудь, или от Практика есть, но они стоят денег. Можно как бы обойтись и вот таким вариантом. Так что, друзья, вы все сами видели. Дальше я нашу экшн-камеру подниму опять на лед, и будет продолжение видео. Вот наша экшн-камера проходит лед и оказывается на поверхности льда. Ну что, друзья, вот и подходит к завершению наша рыбалка. Много не снимал сегодня, поскольку рыба вообще капризная. Ну, немножко показал. Ну, всю рыбалку смысла показывать не было. Очень много было ерша. Ну, сейчас вот фотографию вставлю, сколько удалось словить. Ну, килограмм 5, я думаю, точно словил. Ну, к вечеру чуть лучше начал отзываться, но все равно вяло. Вот в среду мужики были, вообще хорошо ловили. Хороший подлещик шел по 300, по 400 грамм. Мормышки даже рвало. Но, не знаю, мы ж не выбираем выходные. Ну вот, ребятам завтра координаты оставлю. Посмотрим, что там словят или нет. Завтра еще по окуню они хотят выиграть. Ну, а я уже все. Не знаю, может еще один раз выберусь по подлещику или по окуню, если лед будет стоять. Ну, а если нет, никуда не пропадаю. Как откроется река, там озера, может попробую фидер, удочки там. Ну что, все, друзья, будет. Так что на связи. Если данное видео вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока.